Всем привет! Вот как видите, имею триммер, бензокосилку. Она уже свое отработала. И в данном видео я ее попробую разобрать. Я думаю, будет интересно посмотреть и мне, и вам, с чего она состоит, какая у нее конструкция и какие металлы она содержит. Косилка триммер. На данном триммере у меня ручка отломалась. Отключаем ее. Вот такая ручечка. Здесь есть тросик, ну и два проводка. Это медь, если смотреть, какие металлы. Дальше снимаем ручку. Также ложим в сторонку. Дальше снимаем штангу. В штанге, как правило, есть ось. Сам корпус это алюминий. С обратной стороны есть редуктор. Итак, снимаем редуктор со штанги. Все, вот редуктор сняли. У данного редуктора корпус алюминий. Сам редуктор, шестеренки, металл. Также разберем и посмотрим, из чего он состоит. Вот как выглядит ось редуктора, шестеренки и так далее. Вот корпус алюминия. Вот такой редуктор. Вот как выглядит. Все, что внутри было, все показал вам. Ну и сама штанга. Вот она. Вот вал. Вот штанга. Дальше будем снимать вот этот редуктор. Вот такой редуктор стоит на данной. Корпус также из сплава алюминия сделаны. Дальше барабан сцепления. Это металл. Крышечка это пластик. Выкручиваем свечку. Свечка вот такая. Защитный кожух глушителя. Сняли. Вот глушитель. Дальше снимаем кожух воздушного фильтра. Вот так выглядит сам фильтр. Снимаем дальше карбюратор. Вот сам карбюратор. Карбюратор состоит из трех частей. Средняя часть, нижняя и главная. Сейчас разберем карбюратор и немножко я покажу, что внутри находится. Вот так выглядит верхняя часть. Здесь подключается тросик. Так внутри выглядит. Видите? Этому карбюратору уже хана. Все закисши. Карбюратор сделан из сплава алюминия. Вот так выглядит карбюратор. Здесь стоит диафрагма и так далее. В баке крышечка. Здесь устроен есть сапун и больше ничего нет. Так, еще есть вот такой фильтр. Защитный кожух цилиндра, изготовленный из пластика. Дальше снимаем бак и сам стартер. Выглядит вот так сам стартер. Принцип работы у него вот такой. Механический. Прокладочка, крепление бака.
Вот сам бак. Это тоже пластик. Как выглядит мотокоса, сам двигатель со всех сторон. Дальше снимаем катушку зажигания. Вот так выглядит катушка зажигания. Дальше откручиваем от цилиндра двигателя кронштейн, к которому крепится карбюратор. Вот так выглядит с обратной стороны. Теперь снимаем сам кожух защитный, где установлен магнитный ротор. Данный корпус из сплава алюминия. Дальше снимаем глушитель. Вот такой стоял глушитель, и вот так он выглядит. Прокладочка. Дальше снимаем сцепление, так сказать, вот эти колодки. Вот так выглядят колодки сцепления. Здесь ротор сам стоит, также снимаем. Вот такой ротор, и вот так выглядит внутренняя часть двигателя. Ну что, разбираем дальше. Дальше снимаем сам цилиндр. Вот так выглядит цилиндр. Вот так выглядит поршень. Дальше разбираем двигатель напополам, на две части. Вот как выглядит двигатель изнутри. Подшипнички, сальнички и так далее. Вот корпус двигателя. Вот были такие подшипнички. Этот еще хороший, а этот разработал его, но он трещит. И вот такие стояли сальнички. Маленький и большой. Из-за этих сальничков очень часто не работает триммер, так как кривошипная камера должна быть герметичной, так как здесь двухтактный двигатель. Вот такой коленвал и поршень и цилиндр. Смотрим дальше. На данной косилке, как видим, кольца к поршню приварились. Снять уже их практически невозможно, только можно отломать. Вот сам поршенек. Вот пальчик, игольчатый подшипник. Сам коленвал и шатун. Данный редуктор, он исправный. Здесь корпус алюминия, ну и тут немножко металла. И внутренний подшипник стоит. Алюминия здесь примерно грамм 200, ну и металла черного грамм 200 также. Поэтому я его разбирать не буду, оставлю как запасную деталь. Вот я штангу поломал на кусочки. Это алюминий и ручка тоже алюминий. В штанге стоят вот такие втулочки, направляющие. Иногда они разбиваются. Вот смотрите, какая разница. Вот этой и этой. И начинает штанга клинить, стучать, и уже работает не так, как надо. Так вот, причина именно в этих втулочках. Они устанавливаются туда, в середину. Вот это все алюминий. Ну что, а теперь давайте все свесим и посмотрим, сколько содержала данная косилка, триммер и какого металла. У меня весы многотоннажные, и они 1 килограмма нам не покажут. Я сначала свешу вот эту болванку. Как видим, болванка весит 4 килограмма 800. И та разница, которая будет в весе, это и будет вес алюминия.
Как видим, 7 килограмм. Если еще добавить корпус алюминия от редуктора, то будет примерно 7 килограмм 200. Получается алюминия 2 килограмма 400 грамм. В данной косилке черного металла плюс-минус 1 килограмм 600. Теперь каждый индивидуально в своем районе может посчитать, сколько можно получить денежек за металлы, если металлы сдать на металлоскупке. Эти данные детальки я все оставлю на запас. Пусть будут. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем